утро не завтракала, ничего. Просто ты открываешь глаза и видишь вот это. Ну как это вообще? Это вообще реально? Что они там делают? Уже ловят что-то, там еще какие-то люди ходили по колено. Просто в воде что-то искали. Наверное, каких-то уже этих морских гадов. Интересно, они будут что-то поднимать? А то рыбаки идут на лодке? Ну, конечно. Ну как, нам не на таких приводов. Блин, знаешь, как мне хочется каких-то свежих морских гадов? Мне все это время хочется, мне уже месяц хочется. Не замороженное, ничего, на рынке купить у того, кто выловил. Ждем завтрак. Иди сюда, иди. Вот такой ты смелый. С чего бы интересно вдруг? Класс, да? Смотри, ты будь мой. Конечно, ложи его. Ножки. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения. Приехал на море наконец-то. Мы уже начинаем плавать в бассейне, потому что холодно. Боже, когда я вообще найду идеальную воду? На улице адская жара. Только в Дубае вода была теплая. Несмотря на то, что холодно, это плюс 35, но если есть хоть какой-то ветерок, мне уже холодно, я пытаюсь залезть. Сейчас Стейси улыбнется. Стейси! Спасибо, мамочка. Зайчик, я глубоко. А ты уже достала, все. Это, короче, походу бассейн для обучения этому с аквалангами, потому что там еще глубже в 2 раза. А мне получается вот так, если я стану полностью. Да ладно, стань. Ну стань на пяточки. Чувствую, я на носочках стою. Я так уже жду, когда я заселюсь в нормальные апартаменты, что это будет мое жилье. Ух ты. Крепкий какой. Жучок вылазит. Ты что, снимаешь? Мы выехали из нашего Лапу-Лапу, где мы сняли отель, и едем смотреть первую квартиру. Пока что мы так, на окрестностях Сибу. Вот стройки. Нормально. Пока что норм. Конечно, мы опаздываем. 17 километров мы ехали... Час? Короче, въезд в IT-парк, район IT-парка. Даже какой-то особенный, я думала, это типа какой-то кондоминиум укрыто. Это просто начало какого-то IT-парка, района IT-парка. Это даже, наверное, не само... Вот, 38 авеню. Это даже не само сердце IT-парка. Да? Да. И тут нету этих мотоциклистов, этих, которые самодельные делают, как они называются, рикши эти. Нам сюда. Я хотела посмотреть, это то здание или нет, там шпиль был наверху, и у меня шея, и даже руки не хватает, насколько оно огромное. Это первая квартира, которую мы вообще смотрим в Сибу. Вау. Он, короче, еще не закончен, тут постоянно идет стройка. И я теперь боюсь, это же будет целыми днями какие-то сверления, и вообще это некрасиво. Может, это будет продолжаться год, сколько я здесь жить буду. Will be worse and we choose yours. Who knows? We'll see. Actually, it's called is really good. For memory. It's just for memory to compare. Yeah, for sure. Everything is new, it's quite good, but It's only because Потом вам расскажу про минусы. Минусы того, что бассейн еще даже не отстроили. А так вообще просто... Ну, для Филиппин это мега уровень. Хороший. Тут еще одна дверь. Духовка. Какой огромный минус, что еще даже не достроен бассейн. То есть, по сути, весь срок нашего пребывания здесь будет стройка. Мы же не покупаем, мы же не овнеры, мы же не хозяева, то, что мы типа в будущем будем этим кайфовать. Пока что это так, и весь наш срок пребывания здесь, это будет так. Поэтому какой смысл смотреть в будущее, которого здесь не будет через год? crazy movement. It's some kind of
Вот такое. Вообще, типа, ну, неплохо. Но мне кажется, может быть круче. Как минимум не будет шума. Так, белые люди. Это уже другое. Это уже целый такой район. Ну, то есть это район одного кондоминиума. Вот так вот можно сказать. Огромная территория. Та, типа такая помпезная, а это такая более какая-то домашняя. Но цены тут даже выше. Ну и хорошо, зато построенные. Это вход в East Tower, но это типа старое. Это вообще типа кондоминиум, состоит из многих зданий. Это строилось, наверное, одно из первых, потому что посмотрите, какое лобби. Ну, типа, вообще не круто. По сравнению с тем, так точно. Следующая квартира в этом же кондоминиуме, но новая башня. Вот. Но это дороже, чем новая. Ну, видимо, отличие от ремонта, конечно. Но мне бы хотелось жить в башне попомпезнее, где новые рестики, где все самое классное новое. Но самое главное, это квартира. Надеюсь, в следующей башне совпадет и новизна, и красота. Потому что, ну, вот это лобби, но это разве презентабельно хоть как-то? Так, это типа детская, но вот здесь можно сделать склад. Это вот такой вид из окна. Хранение есть. Вот я. Это зал, телек, бухтит плитка на полу. Как будто это все восстановленное, а не новое. Ну вот это новое. Но вот много есть, что типа вот восстановленное. Типа 2 туалета. Один, ну такой вот он какой-то узенький. Кондёры мне эти не нравятся, я люблю обычные вентерные, а эти всегда гудят. Вот. И так, тут стиралка вот такая, а еще один шкаф, и это вторая ванная. Вот, это кухня, вот так вот бухтит плитка. И старая эта фигня, то есть это восстановленная. И подъезд такой же раздолбанный какой-то. Вообще вариант очень неплохой. Ага, это бассейн. А это, наверное, новое, да, здание? Это, наверное, какое-то первое, что строилось. Вон вот то лобби. Ага. Вот это вот эти парк. Это IT-парк. Вот эти вот здания IT-парк. А это, конечно, вид очень красивый. Что скажешь, квартира вообще очень неплохая. Но вот эта вот раздолбанность местами, что там плитка, ну, они устранят то, что она бухтит, да? Мне не нравится, что такой кондёр. Нравится очень, что 2 спальни, 2 туалета. Но это самое дорогое, типа, из всего. В раковине на кухне нету горячей воды. Тут такое часто, потому что жаркая страна. Ну как помыть что-то? Я вообще люблю посудомойки. Ну еще отсутствие горячей воды, это полный типа трэш. Неудобно брать. Вот такая вот мебель. Ну то есть я уже смотрю на все, конечно же. Типа она говорит, вот горячая вода. Ну, блядь, это попить. Я имею в виду мыть посуду как что-то типа с жиром. Посудомойка вообще типа не мечтать. Видите, вот такие вот полы. Все равно слышится какая-то стройка, не стройка, не знаю. Лифты тут тоже старые. And maybe you have apartment with new building. New building you don't have, yeah? Едем посмотреть апартаменты на этаж ниже. Много вопросов, мало ответ. Везде ли в раковинах только холодная вода? И стоит ли вообще мечтать о посудомойке? Че, ребят, посмотрели мы вторую квартиру, это вообще полный трэш. Под этой квартирой, на этаж ниже. Сейчас хотим пойти в еще одну квартиру в новом здании этого же комплекса. И я думаю, это будет бомба по сравнению со всем остальным. Я на нее ставила, можно сказать, изначально. Ну, в этой квартире есть минусы за эти деньги. Да даже, в принципе, и не за эти деньги. Если бы все было идеально, эта сумма типа вписывается. Но вот этот вот старый подъезд, местами какая-то неухоженность, загаженность, вот эта старая плита. Вот кажется, отсутствие горячей воды, может это везде, окей. Вот как-то неудобно все брать, какое-то вот, кажется, что сделана реновация, ну так вот, на тяп-ляп, чисто по-филиппински. Ощущение странное, две ванны, но они две очень маленькие. Вот как будто все хорошо и как будто не очень. Так, стройка, но стройка слева, это справа, вот свимминг-пул. Есть надежда, что она будет только слева.
О, ну тут, конечно, покраше, как я и думала. И пахнет вкусненько. Вот такой здесь вид. Ну да, бассейн, типа детское что-то. Не, ну тут уютно. Тут, конечно, чувствуется разница между старым зданием и этим. Короче, на эту квартиру я ставила больше всего. Смотрите на вид. Вот так вот все нью-билдинги вот такие. Но зато огромный балкон, можно делать барбекю. Здесь можно сушить вещи. Понимаешь? Ну, зато можно туда не смотреть, грубо говоря. Но сложновато не смотреть, согласна, да? Сложновато не смотреть. Эта пыль всегда будет здесь. А когда он достроится, мы будем здесь делать барбекю, на нас будут смотреть, сидеть. Ну, вряд ли, конечно, мы успеем это увидеть. Пока что мы будем видеть эту пыль. Не знаю, надо думать. Вот, это зал. Он раскладывается или нет, не знаю. Телек какой-то TCL. Не знаю, есть слабенький. Вот, такая спальня, кондер инвекторный нравится мне. Вот такая гардеробная тоже нравится мне. Ванная не очень, какая-то плитка странная. Запах, ну запах я уберу, да, это сырость какая-то. Нет поливалки, да, тропического душа, вот это вот. Нет каких-то разных режимов, маловато света. То есть представьте, это new building на Филиппинах. Представьте, что вне в new, или вообще представьте, насколько все это сложно. Насколько все не вылизано и раздолбано уже. И какого оно все качества. У меня были очень большие ставки на эту квартиру. Да, уютно, да, неплохо. Такой телек. Мне нравится, что здесь какие-то гвозди. Только плита, духовки нет. Но я с этим готова, с многим мириться. А тут есть горячая вода? На Филиппинах вообще нет. Вообще нет. Допустим, Даша по ламинату. Квартира еще вот еще даже ни разу не сдавалась, он уже разбухший. Короче, с этой стороны балкона вот гольф-поля, вроде неплохо, да? Но вот тут ты выходишь, что все было. Но даже если бы они были сданы, меня все равно не устраивало, что я смотрю куда-то кому-то в лицо. Но пока что это, получше вариант, чем все остальное. Но я же говорю, да. То, что ламинат какой-то распухший, это их проблема. Я тут не собираюсь жить всю жизнь. Но я просто вам говорю про качество постройки. Качество всего. Это типа самый люкс всего. Еще не очень удобно, что тут телек маленький, но они говорят, что они его повесят в спальню. Сюда большой. Ноги, типа, неудобно, когда ты, типа, сидишь смотреть. Надуханили здесь. Аж в горле стало. Все освещение — это вот эти два фонарика. Если у нас в Украине это просто часть из 1000 люстр и всего остального, просто 2. И тут тоже 2 в ванной. Ну, ванная плохая. Меня смущает ванная. Короче, мы просто стоим и думаем. Но мне, типа, не обязательно вообще, чтобы был, типа, душ вот этот вот тропический. Я вообще его не люблю волосы мочить. Ну, типа... Тут какая-то ванная, в тюрьме. Угу. Тут полки надо будет покупать. Тут тоже надо полки покупать, потому что где моя косметика, где будет все стоять. Сюда не хватает, что-то для полотенец. Мне не хватит вот этого, что на всех вот этого хватит. А, вон тут эти есть. Но все равно куда полотенце. Понимаешь, если я скажу, давайте подпишем договор, а потом я буду у вас что-то просить, они скажут, да, а потом, конечно, никто уже мне не ответит. Квартира неплохая, да? Но ты понимаешь, что эти деревяшки, гвоздики и все остальное, это премиум-сегмент. Это вторая столица. Башня, это тоже, грубо говоря, вторая столица. Это жилье. И вот такие гвоздики. Понимаете, это логика. То есть не обработать край, там где-то торчит. Притарабанить деревяшку с улицы и прикрепить ее в кухню. Самый дорогой это... Ну как? И вот много таких странных мелочей, которые не укладываются в голову. И мы еще обговорили, если будет столик хоть какой-то для макияжа. Не тот, который с подсветкой, а просто где хранить какую-то косметику хотя бы. У меня зеркало с подсветкой. Софу, да, под ноги, потому что ты смотришь телек и что, сгорбленным сидеть?
Даже нет элементарно сушилки для посуды. Если они типа будут устранять или будем мы покупать в счет аренды, то мы задумываемся об этой квартире еще, ну, как бы более серьезно. Но пока что мне соу-соу. То есть, опять-таки, она меньше, чем та, но типа она новее. Ну да. Она чуть-чуть дешевле, но она намного меньше. Короче, бля, я не знаю. Да меньше, там 2 комнаты, 2 ванны. Здесь ванная какая-то странная, одна поливалка. Ты считаешь, что вот эта поливалка новая? Или откуда они ее взяли вообще? То есть у меня настолько много замечаний, что они вряд ли согласятся их устранять. Я сейчас скажу, поменяйте мне душ. Ну, кто это будет делать? То есть что-то элементарное, что они понимают, они будут делать, а то нет. То есть, блин, квартир настолько мало, замечаний в них настолько много, что такое чувство или мирись, или вообще уезжай из этой страны. В каждой квартире будет замечание, потому что мы разного менталитета. А квартир очень мало. Меня, конечно же, это бесит. Понимаешь, где-то есть весь спектр душей, блин, как в сауне. И ножная, и биде, и то, и все. Но там типа стрёмное что-то другое. Здесь есть это хорошее, но стрёмное что-то третье. И плюс это все учесть, что это просто филиппинцы, которые совсем не нашего менталитета. Они, блин, всю жизнь в тазике моют. Мало кто вообще выбивается в люди, поэтому логика такая у них странная. Но меня прикалывает их сервис, потому что здесь ты типа сидишь, и вот эти люди чисто предназначены для тебя, для вызова такси, еда и все остальное. Вот девочка вышла просто в тапках. То есть, да, это прикольно. Это, наверное, какой-то второй, да, въезд? Или что это? Это вот показываем территорию. Я не пойму, что там. Похоже на какой-то ресторан. Реально похоже на ресторан. Это комната для презентации. Ну, блин, бизнес-комната. Да. Там проекты? Да, ну это бизнес-комната. Во многих же отелях есть, ну, правда. Почему здесь, типа, в квартире, не знаю. Бассейн вообще неплохой. Чистенький, но шезлонгов нету. Ну, то есть, типа, я не собираюсь, блядь, платить Кондо Дью 100 миллионов этих и драться за лежаки, типа, кто здесь, может, просто на день приехал и не платит этот Кондо Дью. Ну, типа, короче. Вот тут какая-то грязь. Ну, они с вечером... Но у меня кумари же тут нету зонтиков и лежаков. Я думаю, это можно будет уточнить. Это нужно будет уточнить. Ну, конечно, нужно. Бассейн вроде, ну, чистый. То, что там какие-то листья или какие-то эти, ну, я думаю, это все убирается. В Египте или в Турции, где ты отдыхаешь, в Ликсосе точно так же. Только бывает еще плитка раздолбанная, здесь нет такого. Что за вода здесь? Та башня вон там. Мне, конечно, та квартира как будто бы нравится немного больше, потому что у нас у каждого может быть своя ванная, еще отдельная спальня. Но там нет балкона вообще. И атмосфера из-за этого вот этой старости. То есть здесь ты платишь Кондо Дью за содержание вот этих сотрудников в костюмах. Там нет никаких сотрудников в костюме, а просто какая-то одна женщина странного вида. И все как бы раздолбанный подъезд по сравнению с этим. То есть ты, по сути, платишь одинаково. Квартира там лучше, здесь обслуживание лучше. Балкона там нету, здесь есть. Она больше. Короче, я не знаю. Я просто мне на 100% не нравится ничего. Даже на 70 такое чувство. Но судя по тому, что это Филиппины, вот спортзал. Какие здесь тренажеры вообще. Да, конечно, я привыкла к немного другому классу тренажеров. Здесь просто тренажер. В Болгарии я ходила в крутой типа зал, там были очень классные тренажеры. Когда привыкаешь к хорошему, уже не это. Он уже ржавый какой-то. Что это такое? Я думаю, что здесь тренажерка просто, знаешь, ну, я не знаю, какая она вообще по Филиппинам, но именно здесь просто поддон, так сказать. Здесь я не понимаю, что зацвело. Чтобы в моем пруду плавали... Чтобы в пруду, папа, если хочешь знать, плавали утки. Вот, а откуда мы вышли? Отсюда мы вышли, да? Блин, ну неплохо же со стороны. Ну,
ну блин, ну там намного лучше вход, там намного лучше, типа, персонал, ну, запах другой, типа, новое, все прям секси. А здесь старенько, типа. Хочешь еще раз посмотреть? Ну да, и так чисто заглянуть. Вот, смотрите, еще раз на прием. Да, многие. Какая-то странная женщина. И все. И вот, все. И пердущий кондиционер. Балкона жить. Короче, едем, рассуждаем, что в этой квартире нету балкона. Сейчас едем, хотим перекусить. Короче, им предложили, то, что нам не нравится, мы исправим, просто мы здесь оставим, мы будем обсуждать с вами дизайн, т.д. и т.п., но мы чуть-чуть докупим. Какой-нибудь, блядь, дешевый Икеа или что-нибудь в этом роде, потому что у них там все дешевенькое, но, типа, со вкусом, так сказать. Окей, мы подумаем, потому что там реально много очень не хватает. Сейчас пишут, вам лучше найти квартиру, типа, с дизайном, который вам уже подходит. То есть они не хотят, чтобы мы ее покупали, они не хотят туда ничего покупать. Но вы видели проблемы и последней квартиры, что там очень темно, там негде просто даже положить свою косметику, негде повесить полотенце, нет телевизора, диван этот, блин, ну чисто только для красоты. Это, ну, типа красоты, неудобный. Ничего они не хотят делать. Ничего они не хотят делать. Поналепили вот этих торшеров с Алиэкспресс. Ну, это Филиппины. Но не хотите делать? Я буду искать дальше. Типа, я тоже не собираюсь жить год или сколько-то там, мирясь с этим. Не хотите? Хороший был бы у нас с вами танец. На год бабки, туда-сё. Мы классные люди, да. Квартиру не хотите? Как хотите. Будем искать дальше. Да и мне тоже, если честно, это не то, что типа... Наверное, мне даже лучше, если вы отказались. Да, чем я не тоже согласились. подумала, сейчас все-таки она типа для меня что-то мысленно, вот я зашла, ну маловато, темновато. Просто мне не хочется дальше продолжать искать, это как бы утомительно очень сильно. И квартир очень мало, все какие-то сумасшедшие. Мы с собакой. Да, мы с собакой, тут душ какой-то холодный, ну типа это ж норма, что тоже холодный? Нет. Душ То есть... везде теплый. Нет, где-то они даже пишут, что есть горячая вода. Ну серьезно? Даже в самой жаркой стране в мире везде нужна горячая типа вода. Нет, если вы такие жаркие, что ж вы когда плюс 20 одеваете толстовки? Да, ну короче, понимаете, это все так сложно. И еще и выделываются. И мы, кстати, до сих пор ищем ресторан. На кухне нигде нет горячей воды, нигде. Да. Я просто думаю, что делать, что покупать маленький водонагреватель и подключать его. Без понятия. Ладно. Мы сейчас находимся в квартире вот в таком вот состоянии, даже не могу снимать, какие-то сумасшедшие люди. Она, получается, стоит так же, как та. Ну вот типа, 55. В ужасном комплексе, в ужасном состоянии. И они говорят, та стоит, ну, типа в том состоянии лучше, но там же нету балкона. А здесь балкон, и поэтому она такая дорогая. Прочь. Вот такой вот шикарный вид. Но это не их заслуга, это просто так построили здание. Ну там тараканы, все ободрано. Они говорят, вот поэтому это такая дорогая, а та такая с лучшим ремонтом, но менее дорогая. А ебать, именно из-за балкона, блядь, 1,5 на 1,5, блядь. И так прошло очень много времени поиска жилья. Мы ничего не сняли, мы просто уехали из того отеля, который на море, для того, чтобы наконец-то искать квартиру на долгий срок. Мы ничего не сняли, и даже не стала я спорить, потому что вот ты с ними спорил. А я тебе говорю, не спорь с ними, понимаешь? Не, ну что так куда ты свою энергию выплескивает негативно? Она заливает в раковине тараканов кипятком и смеется. И говорит, что эти кукрочи сейчас зальются кипятком, и все будет хорошо. Я говорю, ну, лучшие условия есть. Я не знаю, что для вас лучше, у нас разные понятия. Потому что у нас разные понятия. Эти риэлторы ведут себя как мошенники, плюс это такая национальность. Тут никто не живет вообще в этих комплексах. Она не понимает, что такое хорошо, что такое плохо. Она их ест, наверное. Типа. Короче, вот с такими вот приколами уже просто какой-то нервно больной уже становишься. Потому что спать нам не снова. Но те квартиры, которые мы смотрели, это было просто блеск. Нам сейчас такое показывают за те же деньги и говорят, ну это потому что здесь есть балкон, а там его нет.
А ничего, что в последней квартире был балкон? Она говорит, а это, может быть, его вообще не существует, этого юнита. Такое нахуенное, что я даже, я говорю, я там была. Ну что, типа, не это. А что ж там такое? Я говорю, балкона нет. Вот из-за этого. Он такой, типа, недорогой. С таким охеренным ремонтом. А третий юнит, который стоил дешевле, чем ее тараканы, он был с балконом, который больше. Но это из-за вида. Только на этом виде, блядь, веревку найти, где повеситься и мыло. С видом. С 8 до 10 нормальный завтрак. Угу. Так, мы заселились сейчас на сутки для того, чтобы завтра продолжить поиски отеля, квартиры надолго, потому что здесь завтра заселяются другие люди в этот отель, он свободен только на одни сутки. Ну, мы просто поспим, завтра продолжим наши поиски или переедем еще в один отель, в общем. Вот, просто заехали на одни сутки для того, чтобы попасть вообще в Сибу и начать делать свои дела. Такой перевалочный пункт. Но я просто уже заговариваюсь. Место просто обалденное. Посмотрите, вот такое какое-то, я не знаю, островное, хотя это находится в Сибу. Вот тут какие-то ящерицы нарисованы на кувшинах. Такие штуки. С бассейном, конечно, ну таким симпатичным, да. Потом там дальше есть теннисный корт, я вам покажу. Тут есть бар. Ну, то есть именно такое прикольное, аутентичное место. Мне очень, конечно, нравится здесь. Вот. Надеюсь, по отелям скитание скоро закончится, и мы найдем себе жилье. Сейчас вам кто-то поможет отнести багаж? Вот так вот. Я тут, походу, буду играть в теннис. Когда я уже найду свою квартиру, я буду играть здесь в теннис. Сказали, что здесь играют не жители, а все, кто хотят. Вот. Потом вам покажу корт. Владельцы иностранцы, конечно же, поэтому здесь нормально. Понимаете? И, кстати, там играют, ну, конечно же, филиппинцы играют в теннис. Ну и большинство филиппинцев дома очень плохо. Ну, типа, они стремятся к нормальной жизни, видят картинку, о, теннис, это круто, значит, надо играть в теннис. Но мы видели филиппинские квартиры. Я не понимаю, что такое жизнь, я не знаю. Пожалуйста, можно я заселюсь нормально? Кондо. И там, по крайней мере, они более-менее все нормальные. Более-менее. Но живут они очень, типа, плохо. У них очень низкие стандарты. Но стремятся они все равно к американизированию, к прикольной, типа, красивой жизни. Нельсик! И на это так смешно смотреть, когда, типа, человек живет старокаменно и играет в теннис. Типа, ну, изображение, картинка. Или когда риэлторы вот так вот ноготочками своими длинными стучат и говорят, и заливают кипятком тараканов. Вот, смотрите. Это типа бар. Да кто за мной бегает, а? Вон, играет в теннис. Так что я, походу, здесь буду заниматься теннисом. Такое странное совпадение. У всех пикапы. Страна пикапов, потому что дороги невероятно плохие даже в городе. Мы думали, типа, ну, мы ж не будем много ездить по островам, в городе будем, там будут дороги хорошие, может, типа, мини-купер купить какой-то, типа, мне. Я теперь понимаю, что нет. Опять-таки, страна казаться не быть, и поэтому ты хочешь максимально из этого выжить, чтобы смочь здесь жить. Нельсон, пошли заселяться, пошли. Короче, все. Сейчас еще, возможно, покажу вам номер. Ну, посмотрите, все уже как же красиво. Эти пальмы. Все-таки бывают нормальные места. Поэтому мы остаемся на Филиппинах в надежде того, что мы найдем нормальные места. И можно закрывать на многие трэш глаза, когда ты находишь классное место. Какой высота? 2. Пешком? Да. Окей. Какие-то переезды Ну, вот так. И сразу, что мы не приехали сегодня. 2 часа дня. Да. Искали квартиру. Это второй этаж? Да. This is already this floor, да? Yeah, that side. Ого, у нас аж 3 кровати. Единственное, что было доступно. Короче, это какая-то Индонезия, я не знаю, в каком это стиле. Типа все натуральное дерево, такой странный бар. Is it available laundry? Laundry cabin is Вот так, вот так. Daytime? Okay, I will ask.
What price, you know? Вот так тут. Okay. Reception. Заселились уже в номер и пришли в бар. Вот такой вот мудовый бар. Играет классная музыка, не знаю, будут авторские права или нет. Заказали коктейли. Вот там теннисный корт. Ну, муд. Одно из немногих, что есть такое вот на Филиппинах классное место. Я так думаю, по крайней мере. Ну, мест, где собираются нормальные люди. Их очень мало. Много европейцев. Ну, если филиппинцы, то типа самые такие прикольные. Вот так. Long man